Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад на тему его мысли, его чувства, его намерения, его реальные действия. Давайте посмотрим, что там сейчас ваш мужчина о себе думает и каких действий от него можно ожидать. Для того, чтобы вы были предупреждены, а значит вооружены. Использовать сегодня хочу колоду Таро Арканум, и вам необходимо, как всегда, сосредоточиться на вашем мужчине. Визуализируйте, пожалуйста, его, представьте, назовите имя. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне такие подарки бесценные. Поддержка сейчас подобного плана особенно важна. Знаете, да, какая сейчас ситуация. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно вас люблю. Благодарна вам за то, что вы есть в моей жизни. Итак, его чувства, его мысли, его намерения, его реальные действия на ближайшие перспективы, к чему вы идете с ним в этих отношениях. И давайте начинать, как всегда, с дна колоды. Это будет как фон расклада, такой основной комментарий. Туз мечей. Вполне возможно, настало время сейчас для вас и для него принять важное решение. Отсечь все ненужное. Возможно, будет звучать очень жестко, но вполне возможно, кому-то из вас нужно принять решение с этим человеком расстаться. Туз мечей очень часто и так может отыгрываться. Или же, в принципе, что-то прояснить. Что-то прояснить, некое решение у вас назревает, и настал нужный момент для того, чтобы это сделать. Если вы с этим человеком расстались, значит, этот аркан нам так и говорит, так и показывает нам ситуацию вашего расставания, как будто действительно вы пресекли, рассекли вашу жизнь, сейчас ваш жизненный путь на до и после, до него и после него. Да, для многих из вас, для очень многих из вас может быть так. Или же вы просто должны принять решение. Это необходимо вам сделать. Конечно, вы никому ничего не должны, кроме себя самой. Но принятие решения здесь, конечно, острым планом у нас проходит. Что за мужчина? Что за мужчина? Ой, мужчина, смотрите, улетела даже карта. Мужчина с очень сильной энергетикой. Сексуальная энергетика здесь очень яркая. Мужчина, которого с невероятной, просто нереальной силой тянет к вам. И вообще, знаете, вот по этому аркану, по силе, давайте я добавлю, чтобы посмотреть, как... Да, это, конечно, любовь. Что за мужчина? Это мужчина, у которого есть искреннее чувство к вам. Это мужчина, у которого есть огромное притяжение к вам. И это вот реально искренняя энергия. У нас, кстати, и в предыдущих раскладах выходила такая картина, что он у нас или март на него повлиял, или весна, вообще приход весны. Но начинают энергии меняться. И вот здесь нам сразу же демонстрируют человека, у которого однозначно есть как очень сильное физическое притяжение к вам как к личности и, конечно, здесь любовная энергия, эмоции. Сейчас мужчина этими эмоциями наполнен, и абсолютно неважно, вы с ним вместе или вы расстались. Очень часто бывает так, и особенно у нас на раскладах, в предыдущих раскладах, что мужчина, только потеряв вас, начинает осознавать или уже осознал, кем вы были для него на самом деле. Сегодня история у нас о мужчине, который к вам реально испытывает серьезные эмоции. Можно даже на позиции чувства к вам уже ничего и не смотреть. Ну так, дополнительно еще кое-что посмотрим. Я точно вам абсолютно могу сказать, что чувства здесь есть у этого мужчины. А что за человек еще? Это к вам пошла такая вот информация о вас. Тут может быть мужчина или же семейный, он не свободный. Ну, не знаю, ваш муж или чей-то муж. Или же, если он свободен, то здесь мужчина несколько либо разочарован в семейной жизни, в семейных отношениях, или же он сейчас находится не в самых позитивных энергиях относительно принятия решения о том, жениться, не жениться. Если мужчина не свободен, тем более ваш муж, то могут быть проблемы в его семейных отношениях, и которые его расстраивают. То есть не все гладко здесь у этого человека. Если он свободен, значит, на данный момент он не готов к принятию решения о том, чтобы создать семью и углубиться в отношениях. Даже если есть чувство, эмоции. Такого человека показали. Но теперь давайте по нашим основным вопросам. Итак, его чувства к вам мы уже увидели. И давайте посмотрим,
какой выйдет аркан. Вышел кубковый аркан, здесь чувство, эмоции, безусловно, есть. Но знаете как, здесь выходит так, что... Давайте-ка еще добавлю. Да, еще один кубковый аркан. Еще один кубковый аркан. Сегодняшний расклад о мужчине, который имеет к вам серьезные чувства. Так и хочется сказать, любит. Для очень многих из вас, да, можно сказать, любит вас. Для очень многих просто испытывает очень-очень нежные эмоции. Возможно, это нельзя назвать, вау, какой глубокой любовью, но это нежность. Нежность сердца. Он очень часто вспоминает о вашем прошлом, как вы встретились, какие были моменты приятные в вашем прошлом. Этот мужчина постоянно о вас думает. Я спрашиваю о чувствах о его, а у нас выходят сразу же арканы и чувств, и мыслей, и все здесь о том, что он очень много о вас думает. Мысли очень разные. Сегодня могут быть очень милые, нежные, светлые воспоминания о вашем прошлом. Завтра может энергетика, конечно, поменяться в его мыслях, но чего-то плохого, обид или же претензий к вам, или еще чего-то такого я здесь не вижу. Даже если у вас ситуация непростая, вы с ним расстались, и все очень тяжело между вами, сейчас мужчина является носителем исключительно светлых, позитивных, прекрасных, очень, ну, я не знаю даже, как это правильно назвать, исключительно позитивные энергии, исключительно хорошие эмоции. Эмоции с любовью мужчина к вам относится. Вот сейчас можно сказать, этот мужчина, мне прям хочется сказать, любит вас. Но он испытывает к вам эти эмоции. Мысли, конечно, очень много думает. И, кстати, сразу хочу сказать, что думает о прошлом. Очень-очень много мыслей о прошлом. Он обращается к прошлому. Воспоминания прошлого греют его душу. Он вспоминает только хорошее. Если было что-то плохое, не помнит плохого. Или не хочет помнить. Или, может быть, это плохое просто уже вычеркнуто из его сердца. Все ушло в прошлое. Он помнит только самые прекрасные моменты, которые были между вами. Так что сегодняшний мужчина мало того, что испытывает к вам чувства, для многих из вас, так и скажу, любит вас. И мысли, постоянные о вас мысли, вспоминает о вас с теплом в душе, вспоминает ваше прошлое, вспоминает, как вы были счастливы, как ему было тепло, хорошо рядом с вами, насколько вы родной человек, насколько ему с вами уютно. Это тоже очень важно. Нам, каждому из нас, хочется чувствовать себя уютно, тепло, надежно рядом с любимым человеком. Вот у него сейчас такие воспоминания. Так что мысли здесь тоже ого-го сколько. Ну хорошо. Еще какие мысли? Тут у нас мысли, чувства вышли. Еще, может быть, что-то сложное здесь есть. О, а если решимость это сделать? Тяжело. Мужчина чем-то обременен, чем-то связан. Или же, в принципе, обстоятельства в ваших отношениях таковы, что мужчина не может развернуть крылья как следует. Ну, конечно, если он не свободен, если этот мужчина женат, то могут быть чувства к вам, но он не может разорвать семейные узы, к примеру. Или же, возможно, между вами очень большое расстояние, или кто-то препятствует вашим отношениям. Возможно, сами обстоятельства препятствуют. Но мужчина идет у нас как будто связан чем-то. И вот об этом он думает. То есть он думает о тех обстоятельствах, которые его как раз и связывают. Понимает, что пора что-то решать. Смотрите, ваш туз мечей, который мы увидели на дне колоды, он вышел опять у нас сейчас. Понимает, что нужно принимать решения. Понимает, что да, реально нужно что-то решать. Но я спросила, а готов ли он принимать конкретные решения в отношении вас? Выходит десятка жезлов. Человек тащит большой груз, очень тяжелую ношу, ему тяжело это сделать. Почему? Потому что он чем-то связан, и потому что он действительно несет некий тяжелый груз. Я не знаю, есть ли у него обязательства перед кем-то. Аудитория расклада очень большая, поэтому, конечно, у каждого отыграется по-своему. Но здесь мужчина чем-то обременен. Здесь у мужчины, да, разные могут быть обстоятельства. Может быть, не свободен, может быть, у него много долгов, много проблем по жизни. Может быть, у него со здоровьем не совсем хорошо или еще что-то. Но проблема здесь есть. Поэтому он и связан по рукам и ногам. Не знаю, возможно, ваш мужчина находится сейчас в каких-то сковывающих его действия обстоятельствах или в каком-то таком месте, из которого не выйти, к примеру, или еще что-то. В общем, смотрите по своей ситуации, вы знаете свою ситуацию лучше, я вам даю направление, а вы уже смотрите, как у вас отыгрывается. Но это вот так. Мысли об этом сейчас у мужчины.
Ну хорошо, а действовать он в принципе тогда хотел бы в отношении вас? Хотя бы в теории. Почему? Этот мужчина не хочет вас терять. Этот мужчина хотел бы с вами, по крайней мере, продолжить общение, то есть не терять с вами связь ни в коем случае. Даже если он не способен на принятие какого-то конкретного решения, терять он вас не хочет точно. Но и на какие-то активные действия, на решение все-таки он пока не способен, особенно если здесь присутствует треугольник, девочки. Вот если есть треугольник, то мужчина, к сожалению, не может найти в себе ни сил, ни возможностей этот треугольник разорвать, наконец-то одну из граней убрать. И чтобы были только вы с ним. Есть для этого причины. Причины очень разные. Для кого-то, возможно, действительно семья, дети. Для кого-то ваш мужчина еще не полностью созрел для того, чтобы вам сделать предложение, к примеру, взять на себя ответственность за ваши отношения. Может быть треугольник, может быть еще какая-то причина, но смысл в том, что чувство у мужчины есть, можете не сомневаться. У того мужчины, который приходит к нам сейчас на расклады, вне зависимости от ситуации, а ситуация может быть между вами далеко не простая, потому что, смотрите, тройка мечей вышла, здесь есть вещи, из-за которых он переживает, из-за которых переживаете вы, душевная боль, здесь она есть. И, конечно, может быть присутствие других лиц. Да, может быть. Треугольник или, в принципе, присутствие других лиц. Так что активных действий пока в теории, возможно, он бы и совершал бы их. Но здесь есть и боязнь сделать какой-то шаг. И, ну, в принципе, пока не вижу, чтобы мужчина был намерен активно решать вопросы. Настал правильный момент для того, чтобы принимать решения. Однако мужчина вновь тормозит. Ну, тормоз он у нас. Ну, что поделаешь. Вот такой. А еще, конечно, здесь есть момент трусости, девочки. Не хочу обидеть вашего мужчину. Но вот что есть, то есть. Хорошо, а можно ли от него, это его планы, он не поймет вообще, что он планирует? Всего боится, опасается, боится себе причинить вред, не навредить себе в первую очередь, его девиз. Ну а давайте спросим, ожидать действия от него можно в той же теории? Смотрите, здесь вообще рулевой в ваших отношениях вы. И самое главное решение, да, хотелось бы, чтобы принимал мужчина, но принимаете вы. И, в общем, так как вы знаете ту поговорку очень правильную, что мужчина – это голова, а женщина – шея, то же самое касается и вас, и этого мужчины. У вас отношения такого типа, что все-таки вы шея, которая в какую сторону повернет, да, туда и посмотрит голова. Не зря так вышло. Вы главное в ваших отношениях. И если вы по-настоящему захотите что-то изменить, вам, в общем-то, это подвластно. Вы можете это сделать. А вам надо, главное, этого не бояться. То есть не бояться озвучивать свои желания, свои, возможно, если не претензии, тут претензии не надо высказывать ему. Ему просто четко и ясно надо озвучивать, чего вы хотите от него и этих отношений. Не прятаться, не бояться его обидеть, не бояться его потерять. Потому что если вы будете этого бояться и ничего не будете предпринимать, и не будете высказывать свою точку зрения и указывать на свои желания, то вы потеряете статус императрицы даже в его глазах. Вы скорее потеряете этого мужчину, если будете подстраиваться под него и его желания, его невозможности действовать, невозможности принимать решения. Здесь вам как-то надо себя более уверенно вести, как делает эта императрица, и заявлять о себе, как это делает императрица, потому что вы на коне. Вы не просто рулевой в этих отношениях, вы сильнее, вы императрица, и вы шея, не забывайте. Вот здесь вышло так. Поэтому здесь могут быть действительно решения и действия от мужчины в том случае, если вы по-настоящему этого захотите и этому мужчине дадите понять четко и ясно, без намеков, без боязни его обидеть и потерять. Я вам это уже сказала. Это очень важно. То есть здесь идет еще и вопрос о вашей самооценке. Не нужно в этих отношениях стараться приспосабливаться и терять высокий уровень собственного чувства собственного достоинства. На самооценку на свою обратите внимание. Как вы чувствуете себя в этих отношениях? Достаточно уверенно? Не боитесь ли вы заявлять о своих желаниях
в открытую. Вот если вы будете это делать, то будет больше шансов на то, что мужчина на что-то все-таки решится, на какие-то реальные действия. Будь то разрыв связи с женщиной, третьей лишней, или же будь то еще какие-то более серьезные решения. Допустим, предложение вам руки и сердца, или помириться, если это ваш муж, и вы с ним в расставании сейчас, к примеру, или что-то там между вами не так. Проблема здесь в отношениях есть, но есть и любовь, есть чувства, и есть явно женщина очень сильная, и которой бояться нечего. Если этот мужчина вашу позицию не примет как императрица, ну, знаете, понимаю, что, возможно, это звучит грубо, да, но с катертью ему дорожка, потому что вы скорее потеряете его, если не будете себя позиционировать как императрица. И вот тогда это реально очень сильно ударит по вашей самооценке. Вот так. С точки зрения высших сил, как вообще выглядят ваши отношения? Что они из себя представляют, ваши отношения сейчас? Это что? Ух ты, смотрите-ка. Ну, это 4 жезлов. Для очень многих из вас здесь может быть действительно ваш муж или человек, с которым вы хотели бы быть вместе. И вы, с точки зрения Таро, вы пара. И причем не просто пара, а люди, которые могут быть счастливы. По-настоящему могут быть счастливы друг с другом. Вот так видят ваши отношения. Что мешает? Однако же есть момент разочарования, неудовлетворенности одного из вас происходящим или обоих. А есть ситуация эмоционального кризиса, в который вы могли зайти по разным причинам с этим мужчиной. То есть, по идее, вообще в основе всего, конечно же, лежит 4 жезлов. Вы с ним пары, вам с ним хорошо. В чем проблемы могут быть еще? Ну вот смотрите, во-первых, вы оба можете быть очень упрямыми. Люди, 2 человека здесь перетягивают канат, кто кого. Очень яркий, страстный, энергичный аркан, но это 2 упрямца. И никто никому не уступает. Это первое. Второе, здесь, конечно, может быть много противоречий, а также проблем. А еще, безусловно, по 5 жезлов очень часто бывают обстоятельства или другие люди. Так что вот так вот. И причем, смотрите, 5-5, 2 кризисных аркана вышли. Как аркан эмоций, так и аркан кризиса действий, то есть кризиса эмоций, кризиса действий. И вот вы посерединке здесь у нас красавица, императрица и 4 жезлов. То есть, по сути, конечно, у вас связь основана на очень-очень хороших энергиях. Однако же есть вот такого рода проблема. Но здесь мужчина такой, если неведомый, то, по крайней мере, мужчина, которому четко и ясно надо озвучивать, что вы хотите. А если будете ждать чего-то от него, вы ничего в итоге не получите. Или будете ждать годами. Сегодня такой расклад, и такой мужчина к нам пришел. Ну а с точки зрения Таро, имеет ли вообще смысл продолжения отношений с ним? Ну, вообще да, но здесь нужно время для того, чтобы ваши отношения выздоровели. То есть необходим некий такой период переосмысления и для вас, и для него. Если вы сейчас в расставании, значит, пока и не стоит трогать этого мужчину. Пускай пройдет время, он сам осознает, что и как, и к чему. И ему ничего не останется делать, как все-таки некие действия в вашу сторону более активные совершать, потому что у него есть чувства, у него есть эмоции к вам. Вам тоже нужен период для того, чтобы успокоиться, и для того, чтобы идти дальше с ним. Да, для чего, давайте я спрошу? Чтобы выйти из тупика, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Через некоторое время ситуация с этим мужчиной может кардинально измениться в лучшую сторону, девочки. Здесь не бесперспективный сегодня расклад. Ух ты, еще и на дне колоды в окончании расклада у нас аркан справедливость. Вас поддерживают высшие силы, у вас с этим мужчиной очень серьезная судьбоносная связь. И очень многие вещи, которые происходят с ним, это, конечно, по велению высших сил, по велению судьбы. Но я вижу, что вы с этим мужчиной, если уже расстались, я каждый расклад вам говорю, если вы расстались с мужчиной и смотрите расклад чисто ради интереса, или информация не для вас, или можете ее просто не принимать, если вы уже приняли четкое конкретное решение. Если же вы желаете с этим мужчиной дальше быть в отношениях, то здесь, в общем-то, все для этого предпосылки есть через время.
Через время здесь действительно может что-то очень серьезно измениться, но для этого нужно измениться и вам, и ему в первую очередь. Переосмыслить и понять, что для вас реально ценно, что для вас бесценно и что можно отсеять. Ну, вот такой сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Буду, как всегда, вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Если хотите получать уведомления о моих новых видео на YouTube, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Я же всех целую, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.